Здравствуйте, друзья! Сегодня я посещаю свадьбу в Италии. Сейчас мы на пути в итальянскую церковь. Sara Sposa. Монте Сара Спози очень. Italiano punto. Надпись была, что наши друзья сегодня женятся. Посмотрим, что там. На итальянской свадьбе еще ни разу не было. Церемония будет проходить в лютеранской церкви. Приглашены мы туда на 12 часов дня. Нам очень любопытно, как это все будет проходить. Сегодня воскресенье. Я чудом нашла визажиста, стилиста, потому что в воскресенье утром в Италии они не работают. Небольшой городок Виллар-Пероза находится в горах, в час езды от Турина, северной столицы Италии. Там расположена церковь, мы поднимаемся туда. Пойдем? Конечно же, вид впечатляет. На фоне гор свежевыкрашенная старинная церквушка, окруженная жилыми домами, что добавляет особый колорит. Ma scendere non si vede perché abbiamo scritto. Итак, хотелось бы немного рассказать вам о молодых. Пара встречалась целых 9 лет, после чего последовало предложение, и лишь на 10-й год они поженились. Это очень стандартная схема отношений в итальянской культуре. Никто под венец не торопится, ни мужчины, ни женщины. Год они готовились к венчанию, посещая курсы бракосочетания при церкви раз в неделю. Подготовка к свадьбе обычно занимает как минимум год, чтобы найти и забронировать хорошее место, разослать приглашение, выбрать платье. Италия такая, все расписано на год вперед, а абы где итальянцы жениться не хотят. Зато и разводятся после крайне редко. Ну что, мы поздравили молодых, теперь передвигаемся на празднование. Как празднуют итальянские свадьбы? Смотрите дальше. Дамы и господа, хочу представить вашему вниманию место, которое можно забронировать как минимум за год. Tenuta La Michelina безукоризненно получает Wedding Awards все последние 4 года. Начали мы с аперитива с классическим просекко, плавно сменяющимся на апероль шприц. Ребят, у нас, значит, был аперитив, аппетайзер. Идем мы на этот праздничный ужин. 4 часа дня.
Очень милые списки размещения столов с фотографиями молодых. А вот и я, Валерия. Хочется отметить, сколь пристальное внимание и доскональное изучение гостями уделяется меню, а после обсуждается, как хорошо проварена паста или насколько верной температуры подано вино. Итак, идем по списку. Первое блюдо – мясной тартар из говядины с крупной пармезановой крошкой. Что там у нас далее? Ах да, ризотто с цветками цукини, с мягким сыром буррата и мясной колбаской сальсиччо. Широкая яичная лапша тальятелле с осьминожками, цукини и розмарином. Giungi la tua squadra, Manuel, la tua. Il gioco è molto semplice. Ну что, настало время для конкурсов? Начинаем с «Угадай мелодию». Molto famoso. Voi dovete prenotarvi quando pensate di averli indovinati. Via con il primo brano. Si sono prenotati gli uomini, chissà? E no, deve dirlo lo sposo. Certenati. Ligabue Certenati? Stringimi forte. Не соскучишься, конечно, с этими итальянцами. Озорные и веселые ребята. Море позитива и гиперэнергии. На этой свадьбе было место всему. И зажигательным конкурсам, и трогательному первому танцу молодых. Итак, мы плавно передвигаемся к фруктовому фуршету. Ах да, что-то я затанцевалась. Филе телятины по-вороновски с запеченным картофелем и салатом из цветов.
букеты невесты. Allora vai Sara, noi quando qualcuno è fortunata e riceverà il biglietto di dire il brano. А теперь и снятие подвязки с невесты. Жених, по установившейся традиции, должен снять подвязку своей возлюбленной зубами. Ну а теперь самое время бросить подвязку в толпу неженатых мужчин. Но в нашем случае это упорная компания женатых мужчин, горящих желанием заново испытать все свадебные прелести медового месяца. Конкуренция бешеная, как видите. Этот неугомонный мужчинка в сером явно становится моим фаворитом. И с пятого раза мы наконец-таки имеем победителя холостяка. Как-то совсем незаметно подкрался вечер, в котором было много танцев и вертикальных видео. И мы с отцом жениха были королями танцпола. Что можно сказать? Итальянская свадьба – это очень вкусно, занимательно, стильно и очень душевно. Большое спасибо за просмотр, друзья! Желаю вам счастливых свадеб и вкусных застолий. Подписывайтесь на меня, ведь у меня в запасе еще целый мир приключений и разнообразий. Ну все, пока! Чао!